Продолжаем рисовать наш портрет в самом разгаре рисования волос. Многих эта тема сразу отпугивает. Непонятно, как рисовать эти волосы, эти переплетения, эти хитросплетения. На самом деле все не так уж и сложно. Что я сейчас делаю? Тот эскиз, который был нарисован карандашом, сейчас выделяется. Выделяются его темные места. Остаются у нас светлые, которые потом будут штриховаться большой кисточкой. То есть будет заполнение вот этих пустот. А основные линии, направления локонов, направления волос, они сейчас будут подчеркнуты такой плоской кисточкой. Все вот эти полоски. Обратите внимание, что кисточку я держу не в самом начале, а практически за кончик. Таким образом, амплитуда движения кисточки гораздо длиннее. И мои полосы получаются более подчиненные одному целому какому-то локону. В таких местах, где много всяких поворотиков, маленьких таких размеров, надо взять кисточку поменьше и поработать ее. Ну вот сейчас начинает работать кисточка побольше. Сейчас мы заполним ей все пустоты. Потом будем дальше уточнять. Также в работу подключится лак. Он займет немалую долю по времени. Придаст нашим волосам фактуру и впечатление того, что там будет много-много волосков. Вот так постепенно заполняем. В рисовании портрета практически всегда на всех этапах работает одно правило: идти от темного к светлому. Рисуем сначала темные места, потом между ними заполняем пустоты более светлые. Когда мы будем заниматься прорисовкой точных деталей, всяких мелочей, у нас уже они будут подчинены целой картине. Ну, собственно, большой кисточкой я уже поработал. Сейчас подчеркиваем эти темные места более тонкими линиями. Мы просто рисуем форму вот этих темных пятен
так, как они изображены на фотографии. Рисуем границу, где у нас волосы касаются лица. Возьмем кисточку поменьше, чтобы это было аккуратно. Собственно, сейчас мы уже начинаем уточнения различные. Уже делаем это в виде каких-то более острых границ, более четких моментов. И также идем от темного к светлому. Работаем той кисточкой, которая удобна. Но там, где нам нужны длинные штрихи, нужно брать кисточку побольше и брать ее практически за кончик черенка. Прорабатываем общую форму всей прически, всего того, что там творится в связи с ветром на улице, наверное, где она находится. То есть сейчас мы подготавливаем место для того, чтобы можно было взять кисточку большего размера. Если мы, наоборот, сначала будем работать большой кисточкой, тогда мы потеряем наш эскиз, который мы так старательно рисовали. Вообще, когда рисуете волосы, они могут как-то немножечко быть не совсем так же нарисованы, как на фотографии это изображено. Главное, чтобы они, если это волнистые волосы, то траектория вот этой волны должна быть понятная. Не надо стыковать ее какими-то кусками. Как идет локон, так он плавно и продолжает куда-нибудь там заходить на плечо или на спину. Ну вот еще немножечко и начнется работа ластиком.
Казалось бы, ничего не происходит, все стоит на месте, но если отмотать несколько минут назад, то мы увидим, что там вообще ничего еще не было. А вот здесь интересный момент, обратите внимание, как вот этот маленький локон ложится на лоб и от него падает тень. Вот эти тени делают очень реалистичными волосы. Когда идет прорисовка, главное не увлечься и не утратить общую светотень, такую как она на фотографии. Чтобы было понятно, откуда падает свет, и слишком не затемнить. Нужно всегда оставлять возможность для света. Темнее можно сделать всегда, поэтому нужно как бы подкрадываться осторожно, осторожно. Но в то же время, если вы слишком светло сделаете, то не на чем будет работать ластиком. Переходим ниже. Мы сейчас полностью сделаем все волосы вот в таком виде, а потом уже начнем уточнять сразу по всему портрету. Когда рисуете волосы, если уж начали, то надо доделать их до конца. Не надо их оставлять на завтра, потому что краска высохнет и ластиком вы уже не сможете работать. Краска просто не будет стираться. Если вот сейчас взять ластик по только что нарисованной краске, он будет стирать ее практически на 95%. А если мы придем завтра, то либо он совсем ничего не сотрет, либо сотрет совсем немножко, и то в светлых местах. А нам иногда надо и в темных местах показать, что у нас там есть какие-то волосы. Бывает такое, что вот здесь у нас можно разделить волосы на верх и низ. Бывает так, что я успеваю нарисовать только верх, поэтому я и рисую сначала верх вместе с резинкой, все это дело прорабатываю, а место, где у нас будет, так скажем, стык низа и верха, я делаю более таким размытым и побольше с запасом прорабатываю это место
ластиком, то есть делаю там побольше таких вот полосочек. Их всегда можно закрасить, а вот высветлить их на следующий день уже не получится. Но еще раз повторюсь, лучше сразу волосы рисовать одним днем. На лице тоже есть много таких моментов, где лучше не оставлять на завтра. Блики там и прочее. Здесь слишком много всяких хитросплетений, всяких переходов, пересечений волос, линий и локонов. Такой, скажем, это непростой портрет, непростая прическа. Поэтому здесь приходится очень много моментов уделять то маленькой кисточке, то средней, то большой. Я бы сказал, что легче всего рисовать прямые волосы, которые без всяких там завихрений, без всяких хитросплетений. Там, где будут блики, где светлая часть волос, там просто заранее оставлять цвет. Ну, немножечко потемнее, чем надо, чтобы потом поработать ластиком. Ну, здесь сразу придется, наверное, поработать с плечом, чтобы уже не возвращаться. Тем более здесь несложный момент, просто заштриховать. Ну а вот сейчас началось самое интересное. Видите, какие я делаю длинные стежки? Точно такие же, как и на фотографии. Когда много приходится работать ластиком, я заранее сделаю их несколько штук, может быть 3-4, и заточены они с каждой стороны. Я их переворачиваю, потому что когда они набиваются краской, они перестают работать как положено. После ластика все равно еще придется поработать кисточкой, потому что у ластика остаются очень резкие границы, и их надо будет сглаживать. Иногда это можно с помощью изменения нажима на ластик сделать более таким уже законченным. Но все равно немножечко потом придется. В таких местах узеньких, где более такое сложное,
пересечений много, там, конечно, надо будет маленькой кисточкой. А если что-то большое и общее, большой кисточкой это все подчинить целому, надо всегда следить, чтобы все детали были подчинены целой картине. Иногда можно отходить подальше, смотреть. А иногда, как я раньше делал, просто фотографировал и смотрел на маленьком мониторе, и это было как то же самое, как издалека. И сразу все было видно. Все недочеты. Вообще критику к своей работе надо развивать. Это именно то, что вас будет двигать к более профессиональным работам. Если вы будете жалеть себя, прощать себе множество разных ошибок, не обращать на них внимания, вы просто будете стоять на месте. Каждый год нужно отслеживать в своих работах изменения в лучшую сторону. Иногда будет казаться, что лучше уже некуда. На самом деле это можно развивать до бесконечности. Какие-то волоски потом можно будет немножечко затонировать, они будут просвечиваться под краской, будет казаться, что они где-то там в глубине, в тени. Какие-то будут светлее, какие-то темнее, какие-то яркие, какие-то дублированные еще маленькой тоненькой кисточкой волоски. Это все придает реалистичность. Как проверить, правильно ты сделал или неправильно? Правильно ты нарисовал тот или иной момент или неправильно? Нужно просто сравнивать фотографии. Можно, конечно, иногда упрощать, не надо усложнять себе жизнь. Если достаточно эффектно смотрится без каких-либо моментов, которые есть на фотографии, а у вас нету, но смотрится прилично, почему бы и не оставить так? Есть какие-то моменты, когда вы не сможете точно так же нарисовать, как на фотографии, и при всем при этом еще имеется риск, что вы испортите портрет. Тут как бы решать вам. С одной стороны вы приобретаете опыт, а с другой стороны вы можете расстроиться, испортите портрет, и вам придется рисовать его заново. Здесь мы рисуем просто много-много-много-много мелких волосков. Я еще раз повторюсь, потом часть из них будет притонирована, часть вообще может быть закрашена.
Ну вот, собственно, видео, конечно, немножко ускорено, но на самом деле не так уж и долго эти волосы рисуются. Вообще весь портрет я рисовал, по-моему, 7 часов. Это при всем при том, что на камеру это делать очень неудобно. Приходится рисовать все время на вытянутой руке, что очень физически даже тяжело. И плюс я лишен возможности рассматривать свою работу близко. Иногда очень кропотливые места какие-то, вот те же самые зубы, я буквально в 15 сантиметрах нахожусь от портрета. На камеру у меня такой возможности, к сожалению, нет. Мне надо находиться все время за ней, и при этом она стоит на расстоянии, наверное, сантиметров 80 от портрета, от мольберта. Очень неудобно. Ну вот, собственно, наша прическа уже преображается. Сейчас я работаю как раз над этим моментом, когда я говорил, что надо будет какие-то места затонировать. Вот это вот и есть подчинение целому. Какие-то оставить посветлее. Где-то на волосах даже блики есть. Обратите внимание, вокруг всей прически есть еще много-много мелких волос. Мы их тоже потом все нарисуем. Это придаст реалистичность. Очень здорово будет смотреться. Можно сказать, что это уже последний этап по работе с прической, когда у нас идут уже такие вот уточнения мелкой кисточкой. Видите, вот места, где мы работали ластиком, где мы уже отрываем вот этот момент, когда мы отрываем ластик от бумаги, там у нас остается такой резкий след. Вот эти резкие следы мы потом плавненько обрабатываем кисточкой. И получается, как будто волосы плавно появляются из темных мест, переходят в светлые.
Кисточку я здесь загружаю совершенно по-разному. Там, где нужно мне оставить четкую такую черную линию, какой-то тоненький волосок, я буквально ее смачиваю маслом с краской и пробую на палитре, чтобы у меня остался такой след, какой мне нужен. После этого кисточка может несколько раз повторить такие волоски, потом уже краска начинает исчезать и приходится ее загружать снова. Все эти моменты, где я загружаю кисточку, я, конечно, вырезал, иначе бы видео было совсем долгим и скучным. Оставил практически только те моменты, когда рука находится над портретом. Это такой непростой момент, когда краска плохо стирается ластиком, и вот эти вот тоненькие локоны подсвеченные, их очень сложно высветлить. Здесь просто такое поверхностное тонирование. То, что мы перетонировали, надо сейчас пройтись и высветлить. Вот те самые блики и самые светлые места волос, о которых я говорил ранее. Вот такие моменты, которые скучны, скажем так, вот они как раз и работают на результат. Это то, что ценят люди, когда видят ваши работы.
Вот как раз у нас кисточка очень хорошо смочена маслом. Так гораздо удобнее рисовать вот эти мелкие волоски.